Привет, ребят, это Женя Зверская, и сегодня я хочу поделиться с вами видео процессом создания картинки от начала и до самого последнего штриха. Я безумно обожаю смотреть видеопроцессы других художников, как они работают над картинкой, как рождается идея, как они воплощают свои идеи. И я хочу поделиться своим видеопроцессом создания иллюстрации от и до. Эту картинку я рисовала для фестиваля Морс на конкурс плаката. И здесь вы увидите все от поиска идеи до уже именно реализации ее. Сейчас вы наблюдаете самое начало работы. Здесь я рисую картинку, которая у меня уже была сделана в скетчбуке. Это была совершенно другая тематика, но я решила для того, чтобы разрисоваться, для начала вот перенести ее в диджитал сюда и как-то попытаться внедрить ее в тему, которая мне нужна. Дальше я делала просто рандомные наброски. Вот, например, этот набросок с каким-то чудищем-динозавром. Это просто набросок из какой-то формы. Я посмотрела на форму первой картинки, и мне захотелось просто как-то ее трансформировать. То есть мне понравилось это движение линии, и я попыталась сделать ее еще более как-то более интересной, более такой закругленный, зазигзаженный, то есть как зигзаг какой-то определенный. И дальше вот уже несколько, считай, картинок 3. И четвертая картинка была эта идея, она давно жила во мне, потому что для меня фестиваль Морс стал ассоциироваться именно с атмосферой художников, с таким принятием, с какой-то дружественной атмосферой, поэтому вот четвертый вариант, это был с объятиями, мне хотелось передать, что Морс — это одно такое сплошное объятие художника, где он чувствует себя круто и комфортно. Дальше пошли некоторые вариации на тему именно просто ассоциации с Морсом, ассоциации с компотом, с какими-то вишенками. Вот я тут пыталась делать людей, которые идут на фестиваль Морса, и у них вместо головы вишенки, потому что они все немножко творческие, поэтому вот они такие. Дальше у меня я делала просто некие наброски, хотела сделать персонажей из клякс, поэтому я делала кляксы и просто пыталась разглядеть в них что-то. Вот, например, эта картина с динозавриком, который тянется тоже за яблоками, тоже отсылка к Морсу. Дальше тут были тоже некоторые идеи. Девочка из обычного мира тянется, и с правой стороны сверху у нее такой открывается какой-то безумно интересный мир, именно безумно интересный мир художников и книжные иллюстрации. Много было очень каких-то обычных, не очень понятных клякс. Дальше мне захотелось поработать именно тоже с пятном, тоже именно с формой. Вот здесь получилась какая-то птица, которая тянется к Морсу. Опять кляксы. И вот я пришла из кляксы предыдущей к идее человека. Это даже больше не идея, это мне хотелось передать ощущение восторженности, того ощущения, когда ты слышишь о том, что скоро будет Морс. Вот это ощущение «скоро Морс», такое типа удивленное, неожиданное, но такое именно оно полно каких-то необычных и предвосхищающих эмоций, такое оно наполненное это же Морс, вот какое-то такое ощущение хотелось передать. И на самом деле есть очень крутой совет для всех художников, для тех, кто рисует в диджитале, или для тех, кто рисует от руки. Очень важный и крутой. Для меня он самый, пожалуй, полезный из всего того, что я слышала, видела, читала и смотрела. Это выкните стиражку и никогда ничего не стирайте. Никогда ничего не стирайте, лучше рисуйте поверх или рисуйте рядом, потому что любая какая-то деталька, любой штрих, который вам кажется неправильным сейчас, возможно, приведет вас в будущем к совершенно отдельной иллюстрации. Возможно, в нем вы увидите
какого-то персонажа или какую-то такую крутую деталь для уже существующей картинки. В общем, даже если вы рисуете в диджитале, пожалуйста, рисуйте рядом, рисуйте больше вариантов, и так вы сами будете видеть, как идет ваша идея, и смотря на предыдущие идеи, возможно, будете что-то в них выявлять какие-то моменты, которые вам нравятся, выявлять моменты, которые вы бы хотели исправить, и компоновать уже новую картинку на основе вот этой информации, которую вы переработали, глядя на старые картинки. В принципе, здесь сейчас уже идет в основном такая именно уже отрисовка идеи, которая мне пришла. Здесь я, например, играю со шрифтами. Ужасно звучит. Страх любого художника, иллюстратора или дизайнера. Но да, пытаюсь найти какой-то шрифт, который мне нравится, какое-то начертание букв. И уже непосредственно добавляю какие-то детали, чего-то удаляю. Вот тут справляюсь с одной из своих главных проблем — удалить все лишнее, потому что зачастую я делаю много разных ненужных нюансов. Сейчас я вот здесь все показано полностью, что я делаю, как я ищу именно информацию, ищу логотипы, ищу то, что нужно, информацию, которую нужно обязательно вставить в плакат, и прорабатываю ее. Тут нужно было и обязательно поставить подпись автора. Ее не очень хорошо видно, но вот она здесь на ушке. И маленькая желтая точечка в подбородке — это тоже отсылка к Морсу, это такое желтое яблочко. Я надеюсь, вам было интересно смотреть за процессом работы. Я надеюсь, вам это доставило удовольствие, вы что-то для себя почерпнули или просто насладились этим процессом. И я буду очень рада, если вы поставите мне лайк или напишите комментарий. И спасибо вам большое за то, что посмотрели.